Привет, это Технозона. Сегодня мы с вами будем разбирать, чем Android TV платформа отличается от приставок на чистом Android. Очень часто задаваемый вопрос у меня в комментах. Я, честно говоря, устал на него отвечать, поэтому решил показать наглядно. Это будет на базе Xiaomi Mi Box и на базе Belink GT One Ultimate с прошивкой Alvatech. Поэтому разберем мы с вами это в экспресс-методе, то есть я покажу, как они отличаются визуально и, в принципе, основные отличия по поддержке приложений, о том, как они устанавливаются, ну и, в принципе, этого будет достаточно. Хочу сразу сказать, что вы должны для себя выбирать сами, потому что вы увидите, что вам больше нравится и что ближе к сердцу, скажем так. Ну и, конечно, если вы еще не определились, какую приставочку взять на Android TV или на чистом Android, то подборочку приставочек по разным платформам, которые мы обозревали и советуем, мы положим обязательно в описании под видео. Но перед тем, как мы перейдем, включим эти две приставки, хочу вам сказать, что на нашем канале происходит розыгрыш ценных призовых подарков. В частности, это вот такая вот видеокарта AMD Radeon RX 590, 8-гигабайтная, 256 бит. Это игровая видеокарта, она достаточно крутая. Все условия там в описании под видео. Ну и разыгрываем еще 3 Yugus AM6, вернее компания Yugus разыгрывает у нас на канале 3 Yugus AM6. Тоже условия там же в описании под видео. Но и, конечно же, нажать подписаться и колокольчик, я считаю, вам стоит, дабы не пропустить все наши дальнейшие видео, обзоры, еще очень куча всего, много интересного будет. Ну и, конечно же, говорю вам хавабанга, ребята, это же бубльгум, поехали! И вот что такое Android TV, и его отличие от чистого Android, и есть ли в нем преимущество, либо в чистом Android преимущество, что для вас приемлемо, мы начнем разбирать именно Xiaomi Mi Box серии. Здесь есть именно сертифицированный Android TV интерфейс. Так вот, Android TV состоит из голосового поиска, строки поиска, настроек, есть у нас уведомления, которые отображаются, например, при подключении флешки. В принципе, вы увидите, если вдруг подключите. Есть у нас строка приложений избранных, куда вы можете выносить приложение на главный экран. И есть у нас каналы, которые настраиваются. Вот это основное преимущество Android TV платформы. То есть он конкретно ориентирован как ТВ-платформа. Он вам будет вываливать ваши подписки, он вам будет вываливать приложения, будет вываливать какие-то новинки фильмов. Вот, пожалуйста, Мегого, например, да, он вываливает вам то, что есть у него сейчас в промо. Также HD Video Box будет вам вываливать то, что смотрят сейчас, например. И это все действительно можно настраивать, это все круто. Например, зайдя в настройки канала, мы с вами можем выбрать то, что мы хотим видеть на главном экране. Например, еще хочу Netflix там видеть. Вот, пожалуйста, включил Netflix, при этом это все кастомизируется. Вы можете переносить эти каналы, пожалуйста. Вот так вот это все выглядит. Все это мультимедийно, все это красиво, ворочается. Но вот есть особенности. Особенность первая. Это Android TV поиск, голосовой поиск. Если мы нажмем на кнопку голосового поиска и скажем, например, самый лучший фильм, то это будет выглядеть таким образом, что он найдет их во всех приложениях, которые поддерживают Android TV платформу, и вывалит их в виде вот такого вот результата поиска. Пожалуйста, мы опустимся вниз, есть он в Мегого фильм, есть в HD Video Box, также он есть в Lazy Media Deluxe. Вы можете прямо из меню, просто сказав, что это такое, прямо из меню нажать и выбрать и просмотреть этот фильм в приложении, которое его поддерживает. Это я считаю самым правильным голосовым поиском на Android TV Box, в данном случае вот на Xiaomi Mi Box серии. Также зачастую Android TV боксы, которые сертифицированы Google, они очень хорошо поддерживают Google Chromecast. Это трансляция экрана вашего смартфона на ваш Smart TV Box. И в чистом Android это можно реализовать какими-то сторонними приложениями типа Miracast, пытаться это все сделать, но вот нативное воспроизведение Chromecast есть только вот, допустим, в Xiaomi Mi Box серии, в Nvidia Shield, в Mech 425 и подобных. Поэтому это действительно удобно. Если мы сейчас с вами нажмем, допустим, на своем смартфоне режим Smart View, выберу вот Mi Box 4 и получу вот такую вот ситуацию, когда я просто-напросто транслирую свой экран на свой смартфон. Или же транслирую ролики с YouTube в исходном качестве. Это тоже очень удобно, когда у вас собралась компания и кто-то хочет передать какой-нибудь ролик, то просто-напросто зайдя в YouTube, воспроизводя ролик, сейчас мы тише сделаем, и выбрав Mi Box 4, мы получаем трансляцию прямо в YouTube в исходном качестве ролика. А это вот такая вот штука. Как мы видим, сейчас воспроизводятся уральские пельмени в полном качестве. Ребят, это неоспоримое преимущество именно Android TV платформы. Нужно прервать трансляцию.
Также на Android TV платформе реализована такая штука, как Live Channels. Очень крутая штукенция. Если мы нажмем на кнопку Live, если она есть, например, в Mi Box S и в Mac 425 эта кнопка есть, в других приложениях, в других Android TV приставках, либо прошивках, которые ставят с Android TV на приставке, вы можете просматривать каналы прямо с вашего экрана. При этом вы можете просматривать это еще и в кадре, например, и работать одновременно с вашей приставкой. То есть полная мультимедийность. Это конкретная телевизионная платформа. Кстати, вот вы видите, уведомление у нас появилось. Вот так вот выглядит шторка уведомлений именно в Android TV платформе. Но раз она такая крутая и классная, почему люди ее недолюбливают? И действительно, люди ее недолюбливают, потому что не знают, что это такое. Почему-то бытует мнение, что на Android TV платформе нельзя установить много приложений, вернее, нельзя установить все приложения. Мол, Play Market обрезан и все там так плохо. На самом деле, Play Market содержит только те приложения, которые оптимизированы конкретно под пульт и под геймпад. Вот так вот. Играть на Android TV платформе само сплошное удовольствие. Кстати, видео про игры на Android TV я положу в описании под видео, и именно как раз играть на Android TV лучше всего. Так вот, приложение обычно люди начинают изучать Play Market и приходят в ужас. Ой, что это? Здесь всего 4 раздела. Если я зайду в приложение, то здесь ничего нет. Что это такое вообще и как с этим работать? На самом деле очень просто. Очень огромное количество приложений нужно искать через поиск. Например, мы с вами сейчас найдем MX Player Pro, которого нет на главном экране, если мы пролистаем. MX Player Pro. И все это происходит с помощью пульта. И вам выдаст не только этот MX Player Pro, а все, что вот оно нашло MX Player Pro, он у меня установлен, а он выдаст вам все, что похоже на MX Player Pro. То есть, если вы скажете, например, видеоплеер, то он найдет вам все плееры, которые есть в этом самом Android TV устройстве, плюс найдет все приложения, которые, возможно, поддерживают плеера. Например, Explorer содержит свой плеер видео, поэтому он тоже сюда попал. Также попали стриминговые сервисы, NX Player, кодеки, мультплееры какие-то, Stalker портал для Android. И это действительно очень все круто сделано. Например, когда люди говорят, что там практически нет игр, то они, наверное, ошибаются. Например, аркадные игры. Например, введя аркадные игры, мы увидим здесь просто огроменное количество игр, которые оптимизированы конкретно под Android TV платформу, конкретно под геймпад. Вам не нужно мучиться его настраивать. Вы скачали и сразу играете. И здесь их огромное множество. Или, например, игры-шутеры. Давайте с вами найдем. Игры-шутеры. И вот пошло. Зомби-шутер, Unkill, Dead Trigger, Dead Effect, Alien Shooter, Subdivision, Open Arena, Air Attack, Bomb Squad. Короче, ребят, здесь огромное количество различных приложений. Но да, действительно, такого количества приложений, как в Play Market на чистом Android, здесь нет. И все это решается различными путями. Первый путь. Вы можете это все установить через обыкновенную флешку. Вы просто берете, записываете APK-файлы, которые вы скачали предварительно на флешку, и устанавливаете через любой Explorer. Видео по настройке Android TV платформы у нас есть на канале, их в достаточном количестве, поэтому можете там искать. Также здесь есть возможность установить Technozone Installer. Это тоже есть видео у нас на канале, положу специально в описании под видео, и вы можете установить все необходимые кинотеатры, необходимые торрент-плееры. Все это вы можете установить именно из одного приложения, без каких-либо вообще вопросов. То есть на Android TV есть такой инсталлер, мы об этом позаботились, разработали, и все у нас теперь отлично работает. И, кстати, те же самые неподдерживаемые приложения. Другие говорят, что при установке неподдерживаемых приложений нельзя их вывести на главный экран, и получить к ним доступ невозможно, это геморрой. Нет, вам нужно поставить всего лишь один сайд-лоуд лончер, и вы будете видеть абсолютно все приложения, которые есть на этом Android TV устройстве. В частности, вот галерея, которую нигде не видно, вы можете получить к ней доступ. Поэтому Android TV платформа, она реально крутая по своей мультимедийности. Поддержка голоса практически во всех приложениях. К тому же YouTube ATV, который изначально здесь стоит, это вот именно оптимизированный для телевизора YouTube. Например, если вы зайдете здесь в поиск и скажете в поиске 4К 60 FPS, то вы получите голосовой поиск, и результаты у вас будут отсортированы именно по 4К 60 FPS. Поэтому, ребят, а что такое Android TV, вы поняли. Давайте теперь переходить и разбираться, что же такое чистый Android, а потом уже вынесем с вами решение, нужно ли это или нет. Но хочу отметить, что в Android TV нет ни шторки, ни панели управления внизу, поэтому это вот некоторые считают минус, а некоторые считают, что Android TV это идеальная платформа. А вот приставки на чистом Android могут выглядеть абсолютно по-разному. Их есть миллион интерфейсов.
И все они разные, с разным функционалом. Некоторые переведены на русский язык, некоторые нет, некоторые можно перевести, некоторые можно заменить, некоторые нельзя. Но вот отличия от Android TV платформы мы обязательно с вами должны разобрать. Во-первых, в чистом Android зачастую есть вот такая вот шторка уведомлений с панелью управления. Да, она есть, но некоторых нет, на некоторых можно включить, на некоторых нельзя. Поэтому обязательно обращайте внимание на обзоры. Есть панель навигации, она бывает разная, абсолютно для всех приставок. Вот в моем случае она реализована через дополнительное приложение. Вы можете здесь открывать, закрывать открытые приложения, чего нет в Android TV, потому что в Android TV все реализовано таким образом, что Android TV сам будет выгружать приложения, которые не используются в течение 30 минут. Ну, я так очень-очень просто об очень-очень сложном. Также у нас есть в Android, чистом Android возможность установки огромного количества лончеров. Если вам вдруг не нравится, у меня здесь установлен, например, еще ATV Launcher Pro, и вот он выглядит примерно как Android TV с поисковой платформой, с возможностью добавления виджетов, и все это вроде бы очень круто выглядит. Но вот что с голосовым поиском на чистом Android? Зачастую он лишен голосового поиска вообще, либо если есть, то есть голосовой поиск вот такого вот вида, раз, два, три, четыре, самый лучший фильм. И вот такая вот штукенция, да, получается. То есть он находит это не так, как мы видели в приложениях, а находит это в общем каком-то поиске, и просмотреть это, откровенно говоря, из результатов поиска нельзя. Хотя, да, на чистом Android, если у вас есть root права, то вы можете сделать поиск Android TV. Все стремятся к этому. То есть многие не любят Android TV, но любят плюшки, которые есть в Android TV. Вот как-то так. Вернемся к привычному для меня виду, на мой лончер, который мне нравится. Хотя могу вам показать одну вещь. Дело в том, что зачастую производители уже пытаются выпускать совсем чистый Android. Это вот такой вот интерфейс, где вы можете пролистывать экраны. Есть привычное Android меню, как в планшетах. Вы можете выносить что-то на главный экран, и плюс у вас это все выглядит именно как планшет или смартфон. И здесь вот уже ваше предпочтение. Либо вы хотите иметь крутой интерфейс с предлагаемыми фильмами, с YouTube в полосках, с каналами, и плюс иметь IPTV картинка в картинке, либо иметь такой, но с большей поддержкой приложений. Что имеется в виду большая поддержка приложений? Это то, что здесь полноценный Play Market, как в смартфоне, но вот если вы хотите поиграть, то вам придется выбирать игры вручную, либо же скачивать их отдельно, потому что зачастую даже игры, которые в Android TV оптимизированы для геймпада, они не будут работать на чистом Android с геймпадом, потому что они будут оптимизированы для тач-интерфейса. Вот такая вот засада. Конечно же, все приложения вы здесь можете найти, это все очень удобно, это полноценный Play Market, но вот реализовать, например, трансляцию на ваш экран приходится отдельными какими-то приложениями типа Miracast, либо покупайте AirPin Pro, либо AirScreen, и это уже костыли, то есть нативного такого, как в сертифицированном Android TV, нет. Ну и есть еще одно преимущество чистого Android, да, это поддержка нормальная именно мессенджеров, таких как Skype, Viber, Telegram, и плюс расширенная поддержка камер. Вот так вот. Но здесь больше все оптимизировано для работы с мышкой, поэтому вам придется обязательно докупать аэромышь. Аэромыши очень редко идут в комплекте, либо использовать простую мышь для управления, потому что очень многие приложения, они не заточены под пульты. Очень редко, когда производители приставок выпускают приложения, которые заточены под пульты, в частности это Ubus. Но вот в плане воспроизведения контента они в принципе абсолютно одинаковые. Что YouTube, что торренты онлайн 4К они воспроизводят одинаково, что Android TV, что приставки на чистом Android. Поэтому вы поняли различия между Android TV и чистым Android. Готов пройти прорезюмировать это видео и переходим. Ну и как резюме, что мне сказать? Android TV достаточно интересная платформа своей красочностью, правильностью интерфейса, правильностью преподношения контента. Очень удобно для стриминговых сервисов, которые вываливают туда кучу предложений, кучу плиточек с фильмами. И это все очень даже круто. Это именно оптимизировано под ТВ. Чистый Android решать вам, насколько он вам интересен. Обычно все пытаются переделать это все под Android TV. Но более широкая поддержка программного обеспечения, поддержка шторок, поддержка панели навигации, камер и мессенджеров делает ее тоже привлекательными, вернее их тоже привлекательными для простого обывателя. Ну и мнение канала Технозон, что обе платформы имеют право на жизнь. У обоих платформ есть свои плюсы и минусы, поэтому выбирать абсолютно вам. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.